Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, обзор на раскрасочку «Великолепные драконы». Это у нас иллюстрации Марии Яляевой, а, издательство Бомбора. Сама раскраска в мягкой обложке. Я тут уже приготовила, буду, вот видите, обрезать немножко. Придется немножко обрезать обложку. Ну и одену ее в обложку. Сама раскраска на склейке. Ну, такая не толстая, не тонкая, скажем так, средняя. Обложка мягкая, как вы уже поняли. Как я говорила, я хочу из такого же плана зарубежную раскрасочку, но не уверена, что потяну ее. Поэтому, дабы не переплачивать, чтобы зря валялась на полке, знаете, я все-таки хотелось бы раскрашивать раскраски, поэтому решила взять пока такую. Брала на Валберес, увидела у подруги Машпрете и решила тоже взять. Здесь, как я уже повторюсь, мягкая обложечка. Здесь драконы. Так, специально созданы авторские иллюстрации, чтобы вы могли глубже погрузиться в мир драконов. Одна иллюстрация на развороте. Теперь можно не бояться, что следы останутся на странице, и использовать разные техники. Так, что еще? Ну, давайте смотреть. Это Москва, 2001 год. Иллюстрации действительно односторонние, как заявлено. Бумага белая, ну, офисная. Не скажу, что она прям очень-очень плотная, но и не скажу, что тоненькая. Нормальная. Офсетная печать. Тираж 3000 экземпляров. Так, что это у нас? Что еще? Издательство Эксмо. Ну и есть она непосредственно в магазине Бук24. Читай город. Что еще? Валберис. Ну, в общем, можно взять. Сама раскраска о драконах. Нарисована очень красиво. Мне очень понравилась рисовка. Здесь достаточно красивая. Но вот, допустим, как по мне, она все-таки под акварель. Я не помню, я не буду обманывать. Не помню, насколько она иллюстраций. По-моему, в районе 40. Могу ошибаться. Но, по-моему, то ли 46, то ли что-то в этом роде. Если найду, где читала, то я вам скажу. Но вполне возможно, что я читала на самом сайте, когда покупала, а не на книжке. Поэтому не знаю. В общем, вот такие красивые иллюстрации. Я надеюсь, вам видно. Замечательные. Очень красивые. Здесь дракончики. Просто драконы с девушками. Вот как на обложке есть драконы. Вот такая вот прелесть. Я еще не пронумеровала. Ничего. Видите, обложку приготовилась только одеть на нее. Одеть ее в обложечку. Конечно, она может развалиться, так как на склейке. Но я думаю, это не страшно. Есть просто дракон. Такой на всю страницу. Смотрите, какая милота. Вот такой вот дракон. Вот такой вот чудо. Больше горгуль напоминает. Вот такая милота. Дракончик. Вот. И я думаю, будет очень здорово пораскрашивать. Непосредственно можно чем угодно здесь раскрашивать, как заявлено. Даже если бумага что-то не выдержит, в любом случае они односторонние. Но я думаю, больше все-таки здесь акварель подразумевается. Наверное, идеально будет здесь акварель, акварельные карандаши. Ну, в общем-то, можно и карандаши обычные, и маркеры, фломастеры. В общем, девчонки, кому что нравится. Вот такая вот красота. Посмотрите, какая прелесть. Здесь вот на золоте всевозможные дракончики. Вот тоже это очень нравится.
иллюстрация интересная. Раскраска, я так думаю, подойдет любителям раскрашивать не только девчонкам, но и парням. Тоже очень зайдет, я думаю, даже, наверное, больше, чем девчонкам. Ну, кому как, в общем. Вот такая вот интересная иллюстрация. Поэтому с удовольствием буду пробовать красить. И если эта раскраска у меня хорошо пойдет, то я тогда уже буду заказывать зарубежные издания, более дорогой вариант. Вот такая вот прелесть. Так, раскрасочка развернулась. Вот такой вот интересный дракон, мордаха его. Вот. С какого-то мультика напоминает прям дракончик. Кого-то не могу понять. Вот такая пара. Просто шикарная. Посмотрите. Вот такой вот обалденный дракон. Драконы мифические существа, поэтому красить, ну и все. Можно, собственно говоря, любыми. Их любым цветом, любым, это как вам больше нравится. Что, в общем-то, облегчает еще задачу. Кому интересно, с обратной стороны почитать. Вот. Популярная тема в жанре фэнтези для тех, кто хотел попробовать себя в роли художников волшебных миров. Ну вот, как я сказала, как раз такой вариант интересный. Очень понравилась эта раскраска, с удовольствием буду красить. Надеюсь, что все получится, потому что у меня есть одна с ними, с дракончиками раскраска. И как-то пока что еще не рискнула красить. Есть еще в «Игре престолов» драконы, в Средиземье. И то попроще они-то, скажем так. Да нет, в «Игре престолов», наверное, даже посложнее. В общем, как-то не рискую я красить. И вот я думаю, что здесь мне будет как раз где разгуляться, пробовать, экспериментировать, может. С огромным удовольствием буду красить. Потому что раскраска действительно стоящая. Ну и цена, я считаю, что вполне на нее адекватная. Поэтому буду с удовольствием красить. Сейчас сяду, одену ее в обложку. Здесь вот не буду обрезать, здесь как по традиции загну. А вот снизу вот это лишнее срежу. Ну и сразу, наверное, заведу трекер на нее, пронумерую странички, но нумеровать, наверное, буду непосредственно не на самой иллюстрации, а как в геоморфозах нумеровала сзади, здесь вот. И я думаю, будет самое то, дабы не портить иллюстрацию. Очень красиво. Ну, здесь, если я ставлю простым карандашом обычно, странички нумерую, его просто здесь и не видно в некоторых моментах будет, поэтому я решила с обратной стороны все это дело пронумеровать. Вот такая замечательная раскраска. Кому нравится фэнтези, драконы, присмотритесь. Достаточно красивая, стоящая раскрасочка. По крайней мере, чтобы даже вот как я взять и попробовать себя без, так сказать, ущерба для кармана. Это самый такой оптимальный, классный вариант. Вот такая прелесть. Эту картинку можно даже повторить, вот как раз таки попробовать потренироваться. Она есть в самой раскраске, мы с вами ее видели. Можно повторить, а потом уже остальных самой раскрашивать уже. Вот она в своем варианте. Можно сразу ее изменить, и девушку, и дракона, и фон. То есть как вам нравится, как душе угодно. Я пока не знаю, как я эту иллюстрацию буду красить. И вообще, как я буду этих дракончиков красить. В общем, в целом я раскраской довольна. Буду с огромным удовольствием красить. Кому нравятся драконы, присмотритесь. Потому что, ну, не стоит в омут с головой и сразу переплачивать. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.